Сегодня 1 февраля, первый день такого лютого месяца, вроде бы как. И у нас резко похолодало, прям холодно. Я повесила белье сохнуть, и оно так это прихватилось, такое жесткое, прям морозцем. Но зато, когда белье снимаешь с улицы, потом оно пахнет свежестью, морозцем таким, это я очень люблю. Но, конечно, холодно. Сегодня мы никуда не ходили. Сейчас я посмотрю, сколько. Куртка тоже у меня немножко колом стала. Так, у нас 0. Ну, 0. Вроде бы, наверное, кто-нибудь и посмеется, скажет, очень холодно. 0 градусов. Смешно вроде бы как. Но на самом деле очень сегодня ветрено. Сильный ветер. Поэтому, скорее всего, это чувствуется не как 0, а, наверное, ну так, все минус 7, минус 8. Вот. Но радует одно, что по прогнозу обещают всего лишь 2 дня таких холодных, а через 2 дня уже минус. Ну нет, только не минус. Через 2 дня обещают уже плюс 12. Ну, посмотрим, будет ли это так. Но вот моего котейку это не пугает. Он сегодня всю ночь гулял, пришел только утром. Да, Тимон? Мы зашли в очень крупный торговый центр Дельта. В нише находится он. Здесь такое ощущение, когда сюда заходишь, что попадаешь в Москву. Когда выходишь, то снова попадаешь в Сербию. Удивительное чувство. Торговый центр действительно очень большой. Несколько этажей. Он расположен, как будто бы, я так понимаю, по кругу, что ли. Очень много торговых магазинов, и кинотеатры, и детские какие-то развлечения. Очень много кафе здесь, в торговом центре. Есть вот такая стоечка Delta Planet с экраном. Здесь можно посмотреть все, что есть в торговом центре. Какие магазины, где находятся, какие кафе, вот кинотеатр и даже что идет в кинотеатре. Вот продавницы, это магазин, рестораны, забава, ну вот игры, биоскоп, это кинотеатр, услуги какие-то еще есть. Давай посмотрим, здесь продают велосипеды. Мы же хотели посмотреть цены. Еще можно посмотреть рубашки мужские. Вот так вот, посмотри. На сербском, да? Ну, естественно, на сербском. Не, вообще вот тут что-то английский. А, английский, ух ты, можно выбрать язык. Баскетбол, бег. Как? Баскетбол, бег. Это одежда, Adidas, Reebok. А велосипеды? Это, короче, одежда. Это, да, это одежда. Видишь, они не по категориям, чисто по буквам, по названию. Ага. Етл. Это связь сотовая. Ну ладно, пойдем пройдем. Вот, слушай, категория. О. Adidas, Sport. Что-то общее написано, непонятно. Nike, Adidas тоже одежда. Угу. Ну пойдем прогуляемся, посмотрим. Наверное, ничего такого не вижу. Планета Спорт, Пума, еще там что-то. Ладно, пойдем погуляем. Не знаю, как его найти. Есть. Вот, реклама кинотеатра. А где он находится?
тоже не находится. Синема, да, вот кинотеатр Синий Грант, это вот туда. Ага, на первом, да? В общем, один он в той части большой. Угу. Пойдем погуляем, посмотрим. Идем в Сенсей посмотреть, что здесь есть интересного. Мне уже нравится этот свитерок. Сразу возле входа. Классненький, а мягкий, такой здорово. Вообще мы ищем рубашку сыну. Ну, может быть, не в этом магазине найдем. Но ради интереса и сюда зашли. Никита, вон я вижу рубашки. Белая, синяя. 600 всего лишь. Сколько? 600. Ну, это не рубашка, это какая-то... рубашка, да. Рубашка. Ну, С коротким рукавом. СС-очка. Ну, посмотри вот эту. И качество пощупай, какие они. Кстати, качество неплохое. Она не такая, не синтетика прям. Ну, вот это уже 1200. Ну и нормально. Это недорого для Ну, тоже рубашки. недорого. Хорошая цена. Только, видишь, они белые и темно-синие. Ну, ничего страшного, мне белое нужно. Белая тебе нужна, согласна. Очень большой магазин. Кстати, цены тоже радуют. Мы нашли несколько рубашечек. Сейчас пойдем померяем. Качество достаточно мягенькие и недорого. Ну что, идем мерить? Сходили мы в торговый центр Дельта. Он, как видно, огромный. В общем, долго-долго мы там ходили, думали по-быстренькому, только лишь посмотрим, продаются ли там велосипеды. Вот. Но в результате мы зашли в Сенсей, перемерили все и купили 2 рубашки сыну. Ну и ходили еще по другим магазинам. В общем, сейчас много всяких скидок на вещи. Видимо, то, что переходный период меняется, уже теплеет. И скидок очень много. Сегодня 3 февраля, и мы не успели испугаться морозов, как снова потеплело. Как и обещали, светит солнышко ярко, тепло, красота. Снова мы в кроссовочках. Супер. Мы сейчас идем забрать по медицинской страховке, по государственной, здравственную картицу пластиковую. То есть у нас 3 месяца назад мы подавали.
Оплатили за 3 месяца, пользовались медициной, но, как считается, не полностью, но, как это называется, в общем, хитной помощью, то есть скорой помощью. Ну, одно название скорая помощь. Мы пользовались практически всем, что можно, но положено только хитной помощью первые 3 месяца. И у нас было на 4 листочек такой, когда это была подтвержда о том, что мы оплатили 3 месяца и подали на получение здравственной карточки. Сейчас мы идем, у нас уже готова сама пластиковая карточка, нам сказали через 3 месяца. Идем ее получить. И сейчас мы уже должны пользоваться после истечения, вернее, в конце февраля эта дата будет полной уже всеми услугами медицины государственной, которые существуют. Так же, как и все сербы. Здесь такая приятная улочка. Всегда мы проходим мимо нее, когда нам нужно в ту сторону. Здесь много кафешек. И под солнышком это выглядит просто шикарно. Да и зимой здесь было красиво. Здесь всегда была подсветочка, елки стояли. Уже новогодние рисунки стерли. Здесь была вот эта вот стеклянная стена, расписана вся новогодними картинами белыми. Я тоже снимала, выкладывала. Вот красота какая. Живые сосны. Здесь еще новогодние висят гирлянды. Ну, красиво. Вот какая прелесть в Пасхе. Зашли в китайский магазин. Тоже классные. Ага, вот какие фигурки. Я таких не видела вообще. Так, я ищу рамку для фотографии маленькую. Я вчера грохнула, уронила случайно рамку, и она разбилась. Там стеклышко было защитное. Вот. Игрушки. Вот они, эти зайчики. Ой, какие они хорошенькие. Какая прелесть.
Сколько они стоят, надо посмотреть. Ух ты, 12 тысяч. Да, но я знаю, что из этого материала дорогие игрушки. Но это скорее не игрушка, это украшение. Вот маленькие кролики. Такие веночки есть тоже. Никит, не нашел? Нашел? Сейчас посмотрим. Так, а эти сколько стоят? Ну, тоже не дешевые, думаю. 1000. 1000. Какое к празднику, к Пасхе обилие зайцев и кроликов. Тоже 1000 стоит. Ну, тоже материал такой же, только беленькие. Ну, а здесь целый отдел яиц. В общем, изобилие яичное. Еще веночки есть такие. Вот еще морковок очень много продается. Видимо, это в Сербии тоже символ Пасхи. Такая прикольная, огромная. Огромная и блестящая. Стоит 200 динар. Это 150 поменьше. Сейчас рабочий день и, можно сказать, утро. Мало людей совсем в магазине. Еще мы сегодня первый раз идем на курсы после долгого новогоднего перерыва. Перерыв был целый месяц. Сначала праздники, потом наш преподаватель уезжал отдыхать. В общем, мы целый месяц не ходили на занятия. Так что сейчас идем в школу крафт. Как же солнышко все-таки украшает. Так деревья смотрятся красиво, освещенные солнцем. Вот эти розочки скоро будут цвести. Ну, весной, конечно же. Их обрезали на зиму. А вот эта очередь большая, это люди стоят на легализацию жилья, ждут очередь. Почему так много людей стало? Их не было так много, потому что заканчивается срок подачи, который был отведен до 7 февраля. И поэтому те, кто долго думали, пытаются успеть подать еще документы. Поэтому такая большая очередь.
такую вывеску мы встретили в центре, ниша. Русская аптека. Русская аптека. И их здесь сеть, я так поняла. Вот выше написано Эвалар. Компания. Но внутри пусто. То ли открывают, только, то ли дело не пошло и уже закрыли. Но мы погуглили их сеть русских аптек, так называемых. Вот какая смешная вывеска Электроленка. Но к имени Ленка, Лена, это не имеет никакого отношения. Это магазин электротоваров. И назван он Электроленка. В общем, это какой-то прибор или прищепка какая-то электрическая. Мы уже погуглили с сыном. Стало интересно, что же такое Ленка. Ну вот, кстати, хочу показать то, что мне тоже не нравится в Сербии. Это граффити на домах. Не сами надписи, что они означают, а вообще то, что портятся дома, ну, как сказать, не очень это эстетично, не очень красиво смотрится. И, может быть, раньше на моих видео это было не очень заметно, но вообще, к сожалению, в нише тоже очень-очень много таких надписей. Вот яркий пример: весь дом, весь его первый этаж исписан граффити. Очень понравилась мне вот такая машинка Пыжик 208, но это новенькая. Мы уже погуглили, посмотрели, сколько она стоит. В общем, можно такую машинку купить за 12, даже за 9 тысяч, если она бензиновая, дизель. А 12 2020 года, ну это в евро, 12 тысяч евро, 2020 года можно взять даже электричку. Очень классненькая, понравилась мне. Мы отучились на курсах, уже проголодались, видать, немножко голова поработала, кушать захотелось, как всегда. Идем не домой, потому что у нас еще есть дела. Хотим снова купить плесковицу, перекусить, запить ее чаем, который я с собой всегда беру в термокружках. И пойдем дальше делать дела, у нас они еще сегодня есть. Какие же эти елочки красивые вообще. Вот даже специально подойду, сниму. Какие пушистые. А вот это туя. Тоже красавица. Вот как ее жарят. То есть без добавления масла. Такие булочки, их тоже разогревают. Так готовят плесковицу. И здесь есть множество разных начинок.
которые по вашему желанию можете в любом количестве туда добавить. В неограниченном количестве. Соусы, огурчики маринованные, салатики разные. Вот это вот павлока, там это с павлокой, это сметана. В общем, много-много-много всего. Такой красивый. Сардельный лук. Уксус. Слани красного, цибургер сос. Это сын заказывает. Сейчас буду я заказывать. Купус, лук. Может, бургер соус тоже. Хвала Пуна. Voilà, do widzenia. Вот так выглядит плесковица. Такая огромная котлета, булочка, все очень-очень вкусно. Но, что хочу сказать, вообще-то плесковичных очень много в Сербии, прям очень много. Так же, наверное, как и менячниц. И они отличаются по вкусу. То есть готовят где-то вкуснее, где-то менее вкусно. Мы берем там, где мы знаем, что это вкусно. В общем, вот такая огромная котлетка с булочкой и начинка, которую вы выбрали. Сколько хотите, какую хотите. На выбор. Вот здесь уже процесс идет. Отличается только тем, что там красный лук. Приятного аппетита нам. В общем, гамбургер из Макдональдса рядом не лежал просто. Это очень вкусно. Готовится она тоже как здоровая еда, без масла. Конечно, сама по себе свинина, понятно, что это жирное мясо. Но готовят ее без масла. Обжаривают на гриле без добавления масла. Поэтому не особо вредно. Но они, конечно, очень большие. Иногда бывает одному человеку тяжело съесть. Хочется, голоден, но чувствуешь, что тяжело. Хотя вот сын меня поправил, говорит, смотря какому человеку. Ему нормально. Вполне. Вот один из дилеров в городе Ниш в Сербии, это Volkswagen и Audi. Это вот в одном месте мы увидели. Но они, конечно, здесь не одни. Прям напротив метро. Вообще мы ехали в светофор-магазин. Но так как проезжаем метро, решили заглянуть сначала сюда. Это прям по дороге в светофор. Все, мы сегодня в метро по-быстренькому. Поедем дальше в светофор. Нам почти ничего не нужно здесь. Все, бежим на кассу. Мы очень-очень быстренько смотались в метро, потому что боимся опоздать на автобус, который идет до светофора. Потому что он очень редко ходит. Раз в полтора
даже, наверное, в 2 часа. Поэтому мы бежим на остановку. Хочу показать вам очень красивый вид на горы, но, к сожалению, думаю, что будет не видно. То, что видно глазу, сейчас вряд ли будет видно по камере. Вот если смотреть, вот Volkswagen значок и между флагами, вот они там, вершины заснеженные. Очень красиво смотрится. Но, к сожалению, наверное, качества недостаточно на моем телефоне, чтобы снять такой вид шикарный. В общем, они там есть. Очень красивые. Светофор в городе Ниш находится очень-очень далеко, мягко сказано. Не знаю почему, может быть, он не пользуется спросом. Я, например, тоже не любила светофор, даже в России никогда в него не ходила. 1 раз или 2 я там была, кое-какие товары купила. Мне не понравилось качество, и поэтому больше я не стала ходить в светофор в России. Также и здесь то же самое качество. И единственное, что мы берем там семечки тыквенные очищенные. Ну, может быть, еще что-то. Ну, в общем-то, практически ничего не берем. Да, сейчас мы поищем там сгущенку, которая там тоже бывает. Вот хочу показать окрестности, где находится светофор. Это за городом Ниш. Есть такое, на селе 9 мая называется. Это, я так понимаю, село 9 мая. И даже это не в нем находится магазин, а за этим селом 9 мая. Вот здесь есть, правда, очень красивый. Это гостиница и с ресторанчиком, я так понимаю. Здание очень красивое. Пожалуй, здесь больше нет ничего. Вот такой вот на отшибе. Вот он находится, вон там. Сейчас мы в него пойдем. В общем, если кому-то надо, желательно сюда ехать на машине. На отшибе просто за городом. Вдоль трассы. Обочина засыпана мусором. В общем, не очень местечко живописное. Ладно, пойдем. Вот так выглядит местный светофор. Но мне кажется, он также выглядел и в России. Я говорю, что я была там пару раз буквально. Не любитель я светофоров. Рыбка какая-то, филе пангасиуса. Вот. Не знаю, мы не брали ни разу. 356 динар. Это, скорее всего, хек 388. Приправы иногда здесь беру. Острый перец красный стоит 198 динар, 250 грамм. Сладкий перец, сладкая паприка я взяла 150 динар. Что-то здесь еще. Черный перец 110. Ну, черный у меня есть это измельчитель, как она забыла слово, как называется. Я горошком перец покупаю. Вот это вегета, кстати, хорошая вещь тоже. В принципе, тоже можно взять. Я ее тоже курочку посыпаю, хорошая. В общем, здесь всячески, как это, першин. Это петрушка. Петрушка сухая. Орегано 113 динар. В общем, приправы недорогие. Вот джумбер. Это я уже по-русски слова забыла. Кукуруза, такие семечки. Семечки тыквенные, не очищенные. Вот мы берем вот такие очищенные семечки.
Они не пересушены, я их промываю, потом обжариваю, подсушиваю на сковороде. И получается очень-очень вкусно. Стоят они 359 динар за полкилограмма. Сегодня я начну рисовать вот такую картину. Это снова фэнтези. Пока почему-то мне хочется такое что-то рисовать. Вот. Я, наверное, переключусь все-таки через какое-то время, но пока вот мне хочется что-то из фэнтези рисовать. Я сделала набросочек. Ну, то есть это набросок карандашом. Холст у нас 50 на 40. Все, начнем рисовать. Сразу хочу сказать, что такого большого количества оттенков краски абсолютно не нужно, потому что можно смешать из разных красок разного цвета, сделать оттенки с добавлением охры, с добавлением белого, если нужно посветлее, с добавлением темного, каких-то коричневых оттенков, синих оттенков. В общем, можно намешать разные оттенки и цвета. Но я взяла много разных цветов и оттенков просто потому, что они у меня есть, куплены, ими нужно пользоваться. Вообще такого разнообразия не нужно. Все можно смешать. Сначала, как я уже говорила, делается подмалевок. Что такое подмалевок? Подмалевок — это основные цветовые пятна и тени в том числе. Если это тень, значит, оно должно быть темнее там. Если это световые, значит, они должны быть светлее. То есть основные цветовые и теневые пятна наносятся. Вот. Потом уже обычно я жду, когда краска высохнет несколько дней, и потом начинаю уже сверху рисовать, скажем так, то есть добавлять детали и так далее. И обычно третий раз я даю опять высохнуть, и потом третий раз я уже прорисовываю какие-то детали и исправляю то, что мне не очень понравилось. Где-то что-то добавляю, то, что я сочту нужным. В общем, в принципе, я рисую всегда в 4 этапа. Это набросок карандашом, потом подмалевок, дальше рисуем все самое основное, и четвертый, в 4 этапа, да, получилось. И четвертый — это прорисовка деталей каких-то, чего-то мелкого там добавить в какие-то моменты нужно иногда. И если что-то не нравится, то исправляем. Ну, конечно, есть еще 5-й, когда я покрываю лаком, ставлю автограф и оформляю в рамку.
На сегодня все. Я оставлю картину свою в таком виде на сегодня. Обычно я не оставляю белые, как сказать, белый холст. Делаю сначала подмалевок, потом уже прорисовываю детали, как я уже говорила. Но в этот раз почему-то мне захотелось полностью доделать девочку, этот гриб. Вот, я сделала уже в деталях, прорисовала, а волка пока еще не рисовала совсем. Белый холст. Вот. Это не по правилам, но почему-то вот так вот мне в этот раз захотелось сделать. Так что в таком виде я ее оставляю до завтра. Завтра буду ее заканчивать уже.